Приветствую всех на моем канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами обтягиваем сатином шар из двух половинок. Вот как шар выглядит, и вот как он выглядит, когда мы его обработали. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня мы с вами обтягиваем шар из двух половинок. И вот это уже готовый результат. Вы видите, как все красиво получилось и чисто. Для урока мне понадобится шар из двух половинок. Он у меня диаметр 8 сантиметров. Мне понадобится вешалка. И измерим отрезок ткани. Я уже показывала, как это делать. Мы захлопываем шарик, берем ленты кусочек, оставляем небольшой зазор. Вот так. И сверху еще небольшой зазор, чтобы нам было удобно обтягивать ткань. И вот такой отрезок, квадрат такого размера, это у нас получается примерно 30 на 30. Ну вот, почти 30 на 30 квадрат ткани нам понадобится, чтобы обтянуть шар диаметром 8 сантиметров. У меня это сатин. Подклеиваем вешалку. Вешалку завязывать мы уже все умеем. Наношу клей и ровненько подклеиваю. Узелок остается внутри. И теперь две половинки нам надо склеить. И на одну из половинок, на любую, наносим клей. Я использую универсальный клей. Вот так, совсем чуть-чуть, по всему диаметру. И склеиваем две половинки вместе. Совмещаем. И захлопываем. И даем закрепиться. Для того, чтобы обтянуть верхнюю часть, я буду использовать вот такую крепкую нитку. И сложу ее в два сложения. Теперь берем шар, устанавливаем посередине. И вот эти припуски, которые у нас мы оставляли, чтобы нам удобно было работать. Все измерили и начинаем складывать складочки. Вот такие складочки я делаю с одной стороны. Теперь перехватываю другую сторону, чтобы мне удобно было работать. Потому что если вы пойдете по одной стороне, затем у вас шар просто выскочит из рук. И вот так складываем красивые складочки с одной стороны и с другой стороны. Переходим на вторую сторону. Вот так вот все у нас складывается с одной стороны и с другой стороны. Перехватываем, берем нитку, одеваем на палец край и теперь вот так сильно зажимаем. Делаем несколько сложений и делаем узелок вот таким образом. Затягиваем один раз. Перекручиваем нитку. Второй раз, чтобы хорошо закрепить. Вот нитка уже не перекручивается. И третий раз. Вот у нас все хорошо держится. И для надежности можно еще завязать узелок. Лучше два. Один и второй. Вот что у нас получается на данный момент. Теперь вот эти все складочки нам надо расправить. И поступаем так же, как мы делали в шарах, где круглая верхушка. Вот так начинаем все утягивать. Утягиваем в бок. Не вверх, а именно в бок. Вот так. И начинаем каждый сантиметр вот так протягивать. Складочки выравниваются. И шар у нас становится более ровный. Так, вешалку убираем, чтобы не мешало. Вот вы видите все вот эти складочки. Сейчас у нас все затянется. Вот. И продолжаем работу. Я прошлась несколько раз. И теперь снова беру нитку. Так, сейчас вот она у меня разошлась. И еще раз более сильно все это затягиваю. Вот таким образом все у меня затягивается. И делаю несколько узелков. Так,
Вот так. Все затягиваем. Один раз. Нитку можно и в одно сложение, она очень крепкая. Второй раз. И третий раз. Вот, теперь у нас все более туго здесь. И сейчас еще раз проходим. Вот все у нас тут обрабатывается. И все вытягивается. И продолжаем работу. Обработали шар. Теперь одеваем на пальчик вешалку, чтобы мы ее не разрезали. И всю лишнюю ткань обрезаем. Вешалку обязательно убираем, иначе вся работа на смарку, если вы ее отрежете. И все лишнее начинаем подрезать. Сначала большими ножницами, а затем маленькими. Беру маленькие ножницы и подрезаю все вот так вот аккуратно. Делаю платформу. И затем отрежу все боковинки. Сейчас большими еще чуть-чуть. Вот у нас получается красивая верхушка. И выравниваем маленькими ножницами. И лишние нитки, конечно, тоже можно обрезать. И продолжаем работу. И вот на этом моменте нам надо все запаять. Также отодвигаем вешалку, берем зажигалку и вот так верхнюю часть обжигаем. Внимание, вешалка, чтобы не прожечь. Впоследствии, когда мы будем обрабатывать, украшать, возможно, что-то нам еще придется подрезать, но пока вот так. И вот что у меня получилось. Теперь нам надо обработать верхушку. Вот здесь у меня будет шов, и начинаю я отсюда. Об этом я тоже уже говорила в одном из уроков, чтобы у нас получился бантик посередине. И подклеиваю стразовую ленту на силиконовой основе, чтобы скрыть все неровности. Лишнее обрезаем и все подклеиваем. И теперь я начинаю украшать шар вот по шву, где у меня были склеены заготовки. Все совмещаю, пальчиком придерживаю, чтобы у меня все было посередине, и наношу клей. Стараюсь клей размазать. И, конечно, все края между собой надо хорошо склеить. Я уже показывала, как работать с этой стразовой лентой на силиконовой основе. Она очень украшает шар и легко с ней работать. Приглаживаем и следующий отрезок. И продолжаем работу. Если вы делите шар на 4 части, то определяемся с серединой. Вот так прикладываем и смотрим, все ли у нас одинаково. Если все вас устраивает, вот все идеально, берем иголочки и вот так просто накалываем. Не прокалываем, а только накалываем, чтобы видеть, где у нас будет приклеен край ленты. Будем ориентироваться на него. Отодвигаем вот эту часть, наносим клей и вплотную подклеиваем. Даем закрепиться. Теперь переворачиваем шар для удобства и также наносим клей и ориентируемся на иголочки. И у нас все получается ровно. Придерживаем пальцем, снова наносим клей. Клей наносим примерно 1,5 сантиметра, не больше. И снова все выравниваем. И продолжаем работу. Лишнее подрезаем и все подклеиваем. Также поступаем со второй стороны.
Вот что у меня получилось. Вы видите, какая серединка, чистая макушка. Вот это шар, который круглый. Здесь есть железная серединка, здесь ее нету. Но, несмотря на это, все получилось идеально. И теперь нам надо сюда засыпать вот такие стразы, чтобы у нас уже все было красивое. Поэтому я беру клей, наношу клей вот на макушку здесь. Наношу достаточно много. Вот так по всей макушке. И теперь беру стразы и все засыпаю. Делаю это в коробку, чтобы потом удобно было засыпать назад. И вот везде, где у нас клей, все у нас подклеивается. Немножко пальчиками все придавим, лишнее стряхнем. И вот что получается. И отправляем сохнуть. И теперь очень удобно из коробки все засыпать обратно. И вот вы видите, что у нас было и что у нас стало. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. А интересного еще очень много. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.